Ночная атака на Московскую область. Более 6 беспилотников атаковали электроподстанции НПЗ и Вайлдберрис. Несмотря на угрозы Москвы, Великобритания не откажется от поддержки Украины, заявил Энди Бернем. Иран отказался открывать Ормузский пролив. Катар все еще надеется на переговоры. Си Цзиньпин приедет в Вашингтон для встречи с Трампом, но не планирует посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорке. В Германии суд вынес приговор украинцу, который по заданию российских спецслужб готовил провокации. В Венгрии начали учить детей, как жить в условиях засухи. А из Аргентины готовятся вывести 30 львов и тигров в Южную Африку и США. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Более 10 тысяч потребителей остались без электричества после одной из самых масштабных атак беспилотников на московский регион с начала войны. Свет пропал в Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве. Это примерно в 100 километрах к востоку от Москвы. Мособлэнерго сообщила о повреждении оборудования. Были отключены больше 100 трансформаторных подстанций. Проблемы затронули также десятки социальных объектов. Часть жителей рассказывала, что электричества не было с 3 часов ночи. После начала восстановительных работ в некоторых районах свет появился. Однако люди жаловались на низкое напряжение. Российские власти утверждают, что этой ночью в сторону Москвы и Подмосковья летели больше 600 украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал цифру в 637 дронов. По его словам, около 180 были сбиты уже над московским регионом. Губернатор области Андрей Воробьев сообщил о более чем 150 перехваченных аппаратах. Российское ПВО, по его данным, работало в Богородском и Раменском округах, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступино, Коломне и Электростале. Но избежать попаданий и разрушений не удалось. В Подмосковье повреждены жилые дома, автомобили, энергетическая инфраструктура и другие объекты. Власти региона сообщили как минимум о 3 пострадавших. В Раменском районе травмы получила 10-летняя девочка. Еще по одному человеку. В Богородском округе и Коломне. Сообщалось также о пожаре на складе Wildberries. Украинские силы уже неоднократно атаковали логистические центры этой компании. Москва предупреждает Лондон о последствиях. Британский премьер отвечает: поддержку Украины это не изменит. Энди Бернем заявил, что Великобритания продолжит помогать Киеву на 100%. Новый обмен заявлениями начался после публикации британской The Times. Газета сообщила, что беспилотники британского производства впервые использовали для дальних ударов по территории России. Москва после этого обвинила Лондон в том, что он все глубже втягивается в войну, и предупредила: поставки дронов, которыми Украина атакует цели в России, будут иметь для Великобритании последствия. Какие именно, российская сторона не уточнила. Британская Минобороны информацию об использовании именно британских беспилотников не подтвердила. Но сам Лондон не скрывает масштабов помощи. До конца этого года Великобритания намерена передать Украине 150 тысяч дронов. На это выделено 752 миллиона фунтов. Великобритания делает то, о чем давно говорила. Поддерживает Украину на 100% в противостоянии этой незаконной войне, которую ведет Владимир Путин. Мы оказываем помощь, чтобы Украина могла защищать себя. Такова была позиция Великобритании на протяжении всего этого конфликта, при предыдущих премьер-министрах. Такой она остается и при мне. Мы не друзья, а только до первой трудности. Мы будем рядом с Украиной в тяжелый для нее момент, и это не изменится. Украина в последние месяцы усилила дальние удары по территории России. Среди целей – нефтеперерабатывающие предприятия и объекты, которые Киев связывает с российской военной логистикой. Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не выполнят условия июньских договоренностей. Об этом заявил главный переговорщик Тегерана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Речь идет прежде всего о нефтяных санкциях, замороженных иранских активах и прекращении военных действий. Я хочу заявить предельно ясно. Пока Америка не выполнит свои обязательства в рамках меморандума о взаимопонимании, включая снятие ограничений на разблокировку замороженных активов, отмену нефтяных санкций, прекращение угроз и военных операций на всех фронтах, а также другие условия, на которые Америка согласилась в рамках этих договоренностей, пролив открыт не будет. Это заявление прозвучало после нового предупреждения Тегерана. Накануне высокопоставленный иранский чиновник рассказал Reuters: если договориться с Вашингтоном не получится, Иран готов перейти от обороны к полностью наступательной стратегии. По его словам, речь может идти о точечных военных ударах, цель которых – прорвать американскую морскую блокаду. Иран намерен передать свои условия Вашингтону через посредников. В основе нынешнего спора – соглашение, которое США и Иран заключили 17 июня. Оно должно было остановить боевые действия и дать сторонам 60 дней, чтобы подготовить более широкую сделку. В ней предполагалось решить и вопрос Ормузского пролива, и будущее иранской ядерной программы. Но уже через несколько недель договоренности начали разваливаться.
7 июля Дональд Трамп объявил сделку законченной. Позже Тегеран заявил, что приостанавливает ее действия. Главное противоречие – кто и на каких условиях будет контролировать движение судов через Ормуз. Тегеран настаивает, что имеет право вместе с Оманом определять порядок прохода судов. Ранее иранская сторона также говорила о намерении взимать плату за проход. Вашингтон это отвергает и считает пролив международным водным путем, где Иран не может самостоятельно устанавливать такие правила. Ормуз – один из важнейших морских маршрутов в мире. До начала войны через него проходило около 1/5 мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Сейчас движение резко сократилось. По данным Reuters, в субботу через пролив прошли всего 5 судов, а в воскресенье – ни одного. До войны через Ормуз ежедневно перевозили около 18 миллионов баррелей нефти, сейчас примерно 2 миллиона. И последствия уже видны на нефтяном рынке. Во вторник Брент поднялась примерно до $91 за баррель. Это максимум почти за 3 недели. Трейдеры все меньше рассчитывают на быстрое соглашение между Вашингтоном и Тегераном и закладывают в цены риск затяжного кризиса в Ормузском проливе. При этом Вашингтон пока не показывает готовности вернуться к июньским условиям. Трамп накануне заявил, что Иран не хочет соглашаться на ту сделку, которую он считает необходимой, и отказался продлевать прежние договоренности. Поэтому заявление Галибафа фактически фиксирует тупик. Тегеран требует сначала выполнения американских обязательств и только после этого обещает открыть пролив, а Вашингтон считает прежнюю сделку уже законченной. Пока стороны спорят об условиях, Ормуз остается главным рычагом давления Ирана и одновременно одним из самых опасных мест нынешнего противостояния. Любая новая атака на суда или военные объекты здесь может снова поднять цены на нефть и еще больше осложнить попытки вернуть США и Иран к переговорам. Катар пытается вернуть США и Иран за стол переговоров. В Дохе считают, что сейчас ключевой вопрос – Ормузский пролив. Если Тегеран и Оман договорятся об условиях его открытия, это может помочь возобновить и переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Сейчас наше внимание сосредоточено на этом вопросе. На возвращении к тому, что было предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, и на возобновлении переговоров между двумя сторонами – США и Ираном. Эта работа продолжается. Но, как вы знаете, мы также ожидаем соглашения между братским султанатом Оман и Ираном по вопросу пролива. Как мы уже говорили, это позволит нам вернуться к переговорному процессу. В Катаре мы хотели бы видеть следующее развитие событий — соглашение об открытии Ормузского пролива, которое совпало бы с возобновлением режима прекращения огня и переговоров. Сходятся ли эти параллельные процессы или расходятся? С нашей стороны здесь нет какой-то четкой последовательности. Но я могу сказать, что соглашение по Ормузскому проливу значительно облегчило бы нам задачу по возобновлению переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Сирийский суд приговорил к высшей мере наказания Васима Аль-Асада, двоюродного брата свергнутого Башара Асада. Приговор он выслушал лично, находясь за решеткой в зале суда в Дамаске. Признать подсудимого Васима Аль-Асада, сына Бадиха и Самиры, виновным в преднамеренном убийстве, умышленном убийстве нескольких человек, а также в умышленных убийствах, сопровождавшихся пытками и жестоким обращением, квалифицированных как преступления против человечности и военные преступления, в нападениях с целью разжигания гражданской войны и межконфессиональной розни, а также в незаконном лишении свободы и пытках, квалифицированных как преступления против человечности и военные преступления, и приговорить его за это к смертной казни. Васим Аль-Асад входил в число людей, близких к прежней власти. В 2023 году США ввели против него санкции, обвинив в руководстве вооруженным формированием, поддерживавшим силы Башара Асада, а также в торговле каптагоном. Это уже не первый подобный приговор представителям прежней сирийской власти. Неделю назад суд в Дамаске заочно приговорил к смерти самого Башара Асада и его брата Махера. Такой же приговор получил бывший глава политической безопасности в ДРА Атеф Наджиб. Его связывают с задержанием и пытками подростков в 2011 году. Этот эпизод стал одним из толчков к массовым протестам, которые затем переросли в войну. Башар и Махер Асад после падения прежней власти в декабре 2024 года бежали в Россию. Поэтому вынесенные им приговоры пока остаются заочными. Васим Аль-Асад, напротив, находится под стражей в Сирии и лично присутствовал на процессе. 2 беспилотника атаковали объекты руководства иракского Курдистана. По данным местной службы безопасности, дроны прилетели со стороны Ирана. Целями были личный офис премьер-министра региона Масрура Барзани и дом главы местной службы безопасности и разведки. О пострадавших не сообщается. В ООН атаку назвали нарушением суверенитета Ирака. Сам Барзани заявил, что произошедшее – опасная эскалация и прямая угроза безопасности региона. Кто именно стоит за атакой, пока неизвестно. Ответственность за нее никто не взял.
Тегеран и связанные с ним вооруженные группировки давно обвиняют власти иракского Курдистана в том, что те якобы укрывают иранские и курдские оппозиционные группы. В Эрбиле эти обвинения отвергают. Иракский Курдистан уже не раз становился целью ракет и беспилотников. Летом прошлого года серия ударов по нефтяным объектам временно остановила почти половину добычи нефти в регионе. Тогда местные силовики подозревали связанные с Ираном группировки. Россия начала поставлять Ирану взрывчатку, боеприпасы и детали для беспилотников. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документ правительства одной из европейских стран. Информацию из документа телеканалу подтвердил и западный чиновник. В частности, речь идет о тротиле, а также боеприпасах и компонентах для дронов. Грузы отправляют в Иран через Каспийское море. По данным NBC, таким образом Москва помогает Тегерану восполнить запасы, потраченные во время войны с США и Израилем в этом году. О таких поставках ранее публично не сообщалось. При этом Россия и Иран уже давно сотрудничают в военной сфере. Раньше основное внимание было приковано к обратному маршруту, поставкам иранских беспилотников и технологий России для войны против Украины. Теперь, судя по данным NBC, военные грузы идут и в Иран. Си Цзиньпин приедет в США, но только ради встречи с Дональдом Трампом. Как пишет Политика, переговоры лидеров Китая и США запланированы на 24 сентября в Белом доме. При этом глава КНР не собирается ехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, которая начнется 2 днями ранее. В Вашингтоне допускали, что Си может совместить 2 поездки и выступить с трибуны ООН. Для Пекина это была бы возможность подчеркнуть роль Китая как сторонника международных институтов. Особенно сейчас, когда США ведут военную кампанию против Ирана. Но по данным Политика, Пекин решил сосредоточиться на отношениях с Вашингтоном. Аналитики называют отказ от поездки в ООН упущенной возможностью для Китая. А для Белого дома это, наоборот, удобно. Встреча Трампа и Си останется главным событием визита китайского лидера в США. Дональд Трамп утверждает, что Ким Чен Ын ответил на его попытки возобновить диалог. На вопрос журналиста, почему лидер КНДР до сих пор не реагировал на его предложение, Трамп коротко сказал. Он ответил. Что именно передал Пхеньян и был ли это прямой контакт между лидерами, президент США не уточнил. Почему Ким Чен Ын не ответил на ваше предложение поговорить? Откуда вы знаете, что он не ответил? Он ответил? Да, ответил. Очень позитивно. Чтобы вы понимали ситуацию с Южной Кореей. Послушайте, мы защищаем Южную Корею уже много-много лет. И во время моего первого срока они согласились платить почти $3 миллиарда в год за защиту. Потому что, знаете, они, по сути... Я попросил их об этом. Они были недовольны, но согласились. Я просил $10 миллиардов, и они были очень недовольны. Но мы договорились, что на первом этапе это будут 3 миллиарда, на следующий год сумма вырастет, затем еще вырастет. Так что они начали платить за свою защиту. Все, чего я хочу, это справедливость. Я очень хорошо отношусь к Южной Корее, но они платили $3 миллиарда в год. А потом они убедили Байдена, что я, наверное, плохой человек, и что им не следует этого делать. И он сразу отменил это решение. То есть нам платили, и нам платили бы гораздо больше. Но мы не можем просто ходить и защищать все эти страны, особенно если они не готовы помогать нам. Накануне Трамп распорядился значительно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи. Пхеньян много лет называет эти маневры подготовкой к войне. Сам Трамп при этом вновь заявил, что хорошо понимает Ким Чен Ына, и что тот всегда относился к нему с уважением. Во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с Кимом в Сингапуре, Ханое и демилитаризованной зоне между 2 Кореями. Переговоры в итоге зашли в тупик из-за разногласий вокруг ядерной программы КНДР и санкций. С тех пор Северная Корея значительно сблизилась с Россией. Северокорейские военные участвовали в войне против Украины, а Пхеньян поставлял Москве оружие. Несмотря на это, Трамп уже несколько раз говорил, что хотел бы снова лично встретиться с Ким Чен Ыном. А в Сеуле дают понять, возможный диалог Вашингтона с Пхеньяном не меняет планов Южной Кореи укреплять собственную оборону. Президент Ли Чжэ Мён заявил, что нынешние учения не направлены против КНДР и не должны повышать напряженность на Корейском полуострове. При этом Сеул хочет постепенно брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Южная Корея намерена добиться передачи ей оперативного командования войсками в случае войны. Сейчас ключевая роль в этой системе принадлежит американской стороне. Ли рассчитывает завершить этот процесс до конца своего президентского срока. В ходе учений Ульчи в этом году нам необходимо тщательно оценить и укрепить нашу обороноспособность, а также повысить общую готовность страны к кризисным ситуациям. Сильная национальная оборона – самая важная основа для защиты жизни наших граждан и сохранения Республики Корея
как незаменимого государства. Чтобы и дальше укреплять нашу обороноспособность, необходимо комплексно повышать оперативные возможности и создать систему подготовки необходимых для этого кадров. Поэтому мы должны без сбоев, в соответствии с первоначальным планом правительства, завершить передачу оперативного командования в военное время в течение моего президентского срока. Кроме того, власти хотят ускорить программу создания атомной подводной лодки. При этом Ли подчеркивает, усиление собственных вооруженных сил не означает отказа от военного союза с США. Крепкий союз Южной Кореи и США и укрепление нашей самостоятельной обороноспособности дополняют друг друга. Сильный союз укрепляет основу нашей безопасности, а развитие собственных возможностей повышает нашу ценность и значимость как союзника. Я также прошу ускорить работу над проектом атомной подводной лодки, который станет символом более конструктивного и сильного будущего Южнокорейско-Американского союза. Посол Японии в России Акира Муто прибыл в российский МИД. У здания его ждали журналисты и одиночный пикетчик с плакатом «Курильские острова – наша земля». Примерно с такой же заявкой на Курилы дипломатов встретили и в самом министерстве. Муто вызвали после нового обострения давнего спора Москвы и Токио. Российский МИД заявил послу протест из-за высказываний премьер-министра Японии Санае Такаити. В Москве их назвали антироссийскими. Поводом стал недавний визит Владимира Путина на Итуруп. Токио выразил протест, поскольку Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу небольших островов своими так называемыми северными территориями. Москва считает их частью России и заявляет, что российский суверенитет над ними не подлежит обсуждению. Спор тянется со времен окончания Второй мировой войны. В 1945 году Советский Союз занял острова, которыми до этого управляла Япония. Именно разногласия вокруг их принадлежности остаются одной из главных причин, почему Россия и Япония спустя более 80 лет так и не заключили полноценный мирный договор по итогам войны. Отношения двух стран особенно ухудшились после российского вторжения в Украину. Япония присоединилась к санкциям против Москвы, а Россия в 2022 году отказалась продолжать переговоры с Токио о мирном договоре. В Германии вынесли приговор по делу о посылках, которые, по версии следствия, отправляли по заданию российской спецслужбы. На скамье подсудимых были 3 граждан Украины. Одного из них суд признал виновным, остальных оправдал. Следствие считало, что обвиняемые отправляли из Кёльна в Украину посылки с GPS-трекерами. Так заказчики могли проверить маршруты доставки, чтобы позднее использовать их для отправки посылок с зажигательными устройствами. Суд пришел к выводу, что за отправкой стояла российская государственная структура, которую установить не удалось. Сенат суда убежден, что отправку 2 посылок заказала неустановленная российская государственная структура. Она действовала через посредника, который находился в оккупированном Россией Мариуполе и оттуда связался с обвиняемым, экстрадированным из Швейцарии. Речь идет о Евгении Б. Его задержали в Швейцарии в мае прошлого года, а затем экстрадировали в Германию. При этом суд не установил, что российская сторона уже имела конкретный план диверсии с использованием таких посылок. А при определении наказания суд, среди прочего, учел, что действия осужденного происходили задолго до возможного совершения самой диверсии. Сенат не смог установить, что у российского заказчика существовал какой-либо конкретный план осуществить диверсии таким способом. Даниила Б. и Владислава Т. суд оправдал. Адвокат Мартин Хайзинг заявил, что доказательств против его клиента с самого начала было недостаточно. Оправдание было единственным правильным исходом, которого следовало ожидать в этом деле. Как я говорил с самого начала, доказательная база изначально была слабой. Такие процессы всегда вести непросто, потому что они привлекают большое общественное внимание. Это политически чувствительная тема. С другой стороны, выступала Федеральная прокуратура. Обычно они бьются до последнего и знают, что делают. Мы отвечали с такой же настойчивостью и в итоге смогли убедить Сенат суда в невиновности моего клиента. Адвокат также заявил, что пока не советует своему клиенту возвращаться в Украину. По его словам, само обвинение и внимание к этому делу могут иметь для него последствия даже после оправдания. Напомним, что немецкая прокуратура связывала дело с предполагаемой российской операцией по подготовке диверсий на европейских логистических маршрутах. Неизвестный воздушный объект взорвался на юге Молдовы, недалеко от границы с Украиной. Обломки обнаружили в поле возле села Талмаза. На месте взрыва загорелась трава, никто не пострадал. По данным молдавских властей, объект вошел в воздушное пространство страны вечером 17 августа и вскоре после этого взорвался. Что именно это было и откуда он прилетел, пока не установлено. Полиция опубликовала кадры с места. На них видны выгоревший участок поля и обломки неизвестного аппарата. МИД Молдовы назвал произошедшее серьезным нарушением суверенитета страны и заявил, что подобные инциденты создают угрозу для жителей. С начала полномасштабной войны в соседней Украине Молдова уже неоднократно сообщала о беспилотниках в своем воздушном пространстве и находила их обломки на своей территории. В Венгрии детей учат, как жить в условиях все более жаркого и сухого климата.
В деревне Балашти работает летний климатический лагерь для детей из социально уязвимых семей. Здесь они не только изучают причины изменения климата, но и учатся экономить воду, выращивать овощи и ухаживать за садом во время засухи. Организаторы говорят, для многих детей последствия жары уже не теория. Этим летом поля и трава вокруг деревни высохли, начали гибнуть деревья. Некоторые ученики видели лесные и полевые пожары совсем рядом со своими домами. Раньше здесь не было так сухо, как сейчас. Высыхают уже не только трава и поля. Все больше деревьев тоже начинают засыхать. Были и пожары. Поле загорелось рядом с домами детей, которые сюда ходят, а затем огонь перекинулся на лес. Для них это очень личный и серьезный опыт. К счастью, никто не пострадал, но увидеть такое рядом со своим домом — очень сильное потрясение. Я очень надеюсь, что эти занятия помогут им лучше понимать, что происходит сейчас и что нас ждет впереди. Все очень быстро меняется. И климат, и весь наш мир, в том числе из-за искусственного интеллекта. Думаю, здесь они получают знания и развивают навыки, которые пригодятся им уже в самом ближайшем будущем. На занятиях детям объясняют, как нехватка воды влияет на людей, животных и растения. Отдельно с ними говорят о тревоге, которую вызывают жара, засухи и пожары. Учителя считают, что важно не только рассказывать детям о климатических рисках, но и показывать, что они сами могут делать. Например, беречь воду и выращивать продукты с меньшими затратами ресурсов. В этом году сильная жара и засуха затронули Венгрию и другие страны Европы. Эксперты предупреждают, в будущем такие жаркие и сухие летние сезоны могут повторяться чаще. 30 львов и тигров покинули бывший зоопарк Лухана недалеко от Буэнос-Айреса. Животных перевозят в специальные центры в США и Южной Африке. Многие из них годами жили в тесных клетках, почти без естественного света и нормального питания. Сам зоопарк закрыли еще в 2020 году, после многочисленных нарушений. Перед переездом ветеринары обследовали более 60 крупных кошек. У животных взяли кровь, сделали УЗИ и рентген. Выяснилось, что некоторым требуется постоянное лечение и особый уход. В итоге для перевозки отобрали 30 животных. Половину отправляют в центр Лайонс Рок в Южной Африке, остальных — в заповедник в США. Там вместо клеток площадью в несколько квадратных метров у львов и тигров будут большие открытые вольеры, некоторые до 5000 квадратных метров. Им также обеспечат нормальное питание и ветеринарную помощь. Организация Four Paws, которая проводит операцию, рассчитывает максимально приблизить условия содержания животных к естественным